Первая карта показалась простой. Были ли в ней сложные моменты, которые шли не по вашему плану? Нет, сложных моментов не было. На самом деле мы подходили к этой серии довольно серьезно и думали, что типа игры будут близкие к равным, и что нам не достанутся не так легко. На самом деле это было уже удивление после первой игры, что там настолько легко просто снос произошел. Не поверите, но мы в Гамбурге, ребята. Мы находимся около офиса Mouse Sport. Здесь будет находиться непосредственно Secret Shop, официальный к TI. Также мы попробуем, пока не обещаем, но попробуем посмотреть, что находится в офисе у Mouse Sports, что там вообще в целом есть, как ребята тренируются, живут. И сделаем небольшой обзор на Secret Shop. Может быть, даже купим вам что-то для розыгрыша. Это мы узнаем уже дальше в конце. Добавить тут нечего, ребят. Пошли смотреть офис Маус и Secret Shop. Просто манекен. Погнали. Кто манекен? Я? Нет, я. Золотушка. И я сейчас буду покупать каждую, пока не найду пуджа. Потому что Ух ты, а что это такое? Это на телефон вешается? Не знаю, куда Ну хочешь. смотри, вот эта штука. Можешь хоть на голову себе повесить. А кто это? Это худвинг. Там разные, там есть пудж. Мне надо пуджа найти. За 20-ку? Да, я буду искать пуджа сейчас до победного. Давай. Buy, open, and if I found pudge, okay. If not, I will buy one more. Окей. Окей, fair enough. Нет, это добавить счетчик. Это Счетчик не и пудж. деньги, типа. Это не пудж. С этой штуки. Да блин. 60. О, нет, это тоже не пудж. О, Special one. it's rare. Мне Рошан попался, рарка. О, Это рарка, 100%, его там нету. ну давай дальше. Еще один О, еще Рошан. один Рошан? One more? How it work? Еще один Рошан. Yes! Yes! Yes. Все, Finally. ребят, наша победа здесь. Какая, Илюх, ты сказал 6-я? Раз, два, три. Это 8-я, да? Ну, нормально. 160. Ну так, 160 евро, ребят, было просрано, но мы Ради своего пуджа. добились. Гэмблинг, ребят, это то, что нам нужно. 2 редких Рошана у нас, 2 Агра, Марси, Цемочка и Худвинг. Все. Мне так нравится вот этот кубок, Тём. Вот этот. В доте его уже нет. Который ESL-овский? Да, вот он этот офигенный, да, именно да. чаша. Он мне так... Это, в моем офигенный. понимании, это самый красивый кубок. Красивее Аегиса. Классно, да. Ну что, побывали мы в офисе Маус. Очень доброжелательные, крутые ребята. Показали вообще все. Конечно, ну, это супер крутой уровень. Находиться в центре Гамбурга, иметь такой крутой... Вообще даже это как не офис, а... Даже не знаю, как Это офис, арена даже, наверное. буткемп, /арена. Находятся они прямо возле центрального вокзала. Двери у них несколько раз в неделю открыты, соответственно, любой может зайти, посмотреть, как вообще, что такое киберспорт. Показать своим родителям, что Показать это своим такое. родителям, да, как нам рассказал наш друг из Маус, который нам, собственно, эту экскурсию проводил, что часто дети даже приводят своих родителей, чтобы те понимали, как это все работает в целом, и на наглядном примере видели, как ребята тренируются, насколько профессиональный подход у людей ко всему этому. Поэтому очень круто. Нам показали практис-румы, показали специальную арену, которую они сделали с симуляцией вибраций, звука, света, температуры, на которую приходят болельщики. Показали нам сам офис, как работает их став, как проходят у них какие-то совещания и так далее. Показали нам все, что находится и для игроков еще на бэкстейдже. Это зоны тренеров, это чил-зоны, кухню. Вот. Угостили нас кофе. Ну вот. и этот офис, это не просто офис, не какая-то показуха. Ребята приезжают, основная команда, ну там юниорская, академия, они все там тренируются, там же буткемпятся, вместе кушают, у них есть своя кухня, они точно так же. Их философия — это иметь одновременно несколько команд на буткемпе, и они стремятся к этому, чтобы люди могли обмениваться опытом, основной Молодая состав и команда, молодежный, в целом разные даже дисциплины друг с другом, чтобы они могли обмениваться опытом, развиваться вместе и так далее. Ну что, это очень впечатляет, очень рад я лично, что киберспорт
выходит на такой уровень. Очень хотелось бы видеть такие фасилити и у остальных команд, и у нашей тоже в том числе. Может быть, даже добавлять еще и какие-то, знаешь, как Свои фишки. этажи там для жилья и так далее, чтобы это, ну, как мини-отель вообще, чтобы это был. Но это, опять же, ну, очень приятно, что киберспорт так развивается, и хочется, чтобы он развивался еще сильнее, вот. Еще купили в секрет-шопе всяких штучек. Вот. Будем ли мы их разыгрывать или нет, я вам расскажу чуть позже, когда пойму, каким игрокам я что подарю, кому что интересно. Пахнет Как-то розыгрышами. Вот. Это Solo View. Мы едем с Сейвом в тачке в городе Гамбург. Едем на выступление, подготовку к выступлению, и после этого мы завтра уже будем играть на мейнстейдже. Смотрите нас, болейте. Виталий вчера пикнул за меня Ori 104, я был на Энигме, и он украл все мои киллы. Ну, точнее, я когда умирал, он всех добивал. Какой счет был? 21-0? 21-0 на Урсе. На 21 минуте. Один фраг в минуту. Да, для профа это, вот видите вы или нет, 21-0 и Enigma 6-4. Вот. Мы играли 2 топ-100 игрока. Так держишься? Заебись, держусь. О, отлично держусь. Надо ликерчик убрать перед Нигмой для храбрости въебашить. И все. А это one way маркер. Кто взял MVP этого Бласта, знаешь? Да. Баста, да. ГПК. Хэви год. ГПК Если не смотрел как муви. ГПК Баста. Кстати, тоже было такое. Да, солда. Да. Члены пробовал. Просто это в нарезку и эдиты потом для твоего ТикТока. Ребят, делайте эдиты для ТикТока Данька вообще в целом. Он там конкурсы часто делает, он очень много прикольных ТикТоков вы делаете, продолжайте. И тот, кто не делал, начинайте. Ребят, мы приехали на Barclays арену. Вот такая вот арена, вместительность. Сколько? 15 тысяч человек, по-моему, сказали, да? Мальчики. Вот они, девочки. А, стульчики такие. А, это как на Кей-арене один в один, если что. Мы сейчас пойдем туда смотреть, наверное, нет? Ебать, это вайб будет. Это один в один, как Иван, что скажешь, ты доволен варм-ап зоной? Ну нахуй, это лучший стейдж, блядь. Арена имба. Просто как, блядь, вы вот понимаете какое-то освобождение? Это у меня уже мурашки, если это так. Блин, даже в кадре выглядит очень круто. Разъебало его? Нормально. Все команды вот так вот по этим кружкам распределяются, да? Да, у нас Было медиа-контент. только что открытие The International. Нам очень понравилось. Очень понравилось. Им сказал свою речь, все растрогало, все плакали. Классный парень. Там пару слов о церемонии. Хайп. Будет сегодня. Да, завтра увидим. 8 утра. Не прям же лысый. Я про себя. А, ты лысый, да? Мин, hello. Нихао. Нихао, Мин. Аномальные 5к золота на 10-й минуте у 5 коров на первой карте. Как это возможно? Это в игре с Авророй? Да. Ну, это возможно, наверное, благодаря хорошему драфту, выбору героев и личному скиллу. Отличается ли игра против Авроры от игр против других команд? Да, всегда против СНГ команд, как сказать, ну, более компетитив. Эта борьба вечная СНГ команд, она все равно чувствуется во время официальных игр, когда ты хочешь сильно их выиграть, и
и все такое. Ну, понятно, что разные ощущения, нежели ты играешь с какими-то бумами там, да, какие-то рандомные челы просто какие-то азиат. Ну, ты тут играешь с своими братками там из СНГ, всегда ты хочешь, так сказать, соревноваться с ними. А учитывая, что в «Авроре» 3 бывших игрока Bad Boom Team, Ну, это не ну и мои... многие отмечают, что стиль игры чем-то похож. Ну да, там тренерская работа тоже похожая у нас, и игровой плейстайл, очевидно, схожий, там вардинг схожий, это все заметно в игре. Я там в центре могу ставить в свои же апсы, которые я обычно ставлю, там, и находить апсы, да. То есть это все, конечно, схожее, да. Какие-то рофлы в лобби, может быть, были? В курилке, перед картой или после? Ну, у нас же всегда что-то есть такое. Может, тебе что-то запомнилось? Ну да нет, на самом деле, ничего такого. Может, во время игры какие-нибудь типа были там, или фразы нажатые, что-то такое, ну, до игры или после, я не прям помню. Почему всегда я от Киотаки, да? Когда он там Вот на своем подыхал, это почему было, всегда да. я? Вот эта фраза была. Было. Да, это было. Ну окей, с «Авророй» более-менее понятно, погнали к пари. Ты можешь вспомнить, когда в последний раз мы обыгрывали пари? На первом бласте, когда они играли с Пантомеом, да, на пятерке вместо Дукалис. Ну, тогда мы их и один раз... Кристаллис тогда еще И играл. Кристаллис еще, да. Тогда мы 11 раз их и победили за сезон. Соответственно, это первая победа против пари в этом году за 8 серий. За счет чего удалась? Это Удалось победа. за счет аутдрафта в первой карте, на самом деле. Очень хороший драфт. Выбрали метовых хороших героев. Враги взяли каких-то мусорных героев и закономерно проиграли, даже без какой-либо борьбы, можно сказать. Ну а следующие игры были уже прям такие прям боевые, хорошие игры, где у нас у всех были шансы победить, у обоих команд, особенно третья игра. Во второй игре, на самом деле, Фурион плохо у нас собрал вещи, и поэтому мы проиграли, как я считаю, ну, как все, мне кажется, считают. Там, на самом деле, мы вели, вроде сколько-то немного, но вели, типа. Да и игра была просто под нашим контролем, на самом деле. У всех вроде нормальные торсы были, даже лайны выиграны. Ну, короче, там пара неудачных пиков враги, для нас неудачных сделали. И билд Фуриона, и мы проиграли эту игру. Ну, и пару там драк, очевидно, плохих на Рошане и так далее. Вот. Мне кажется, должны были 2-0 выигрывать, если не было этого. Но третья игра, вот, очень хороший драфт у врагов. Они играли в их мету, в их плейстайл. Это бесконечный пуш лайнов, бесконтактный. Это Сларк, который постоянно виженом скаутит, девардит. Очень мало спейса для действий. Все киллы, которые мы могли находить в игре, это со смоков, потому что у нас нет никаких вардов. На карте мы не можем там как-то пойти куда-то, а мы боимся постоянно вражеского вижена от Сларка, их апсов, все такое, типа. Поэтому мы тоже просто качались, как и они, но они качались лучше. Игра была суперсложной. Все свелось потом просто в конце уже к Рошанам, к дракам на Рошане, где это все решает уже в лейте личный скилл, на самом деле. Кто как нажмет кнопки, кто как подставится, там, как Уан пошел на инвокере в хроно, да, встал, не собрал эндиск, то есть в этих всех мини-моментах, вот этих, Мелочах. Она решается исход игры, типа. Кто как сыграет, кнопки нажмет. Вот и Ты всё. сам заколил себе Зевса? Да, я Потому что уже... многие говорят, что именно Зевс эту карту и помог выиграть. Ну, точнее, как не то чтобы помог, а являлся залогом вот этим главным успеха на этой карте. У меня был герой на ласпик, они там сделали пару банов мне на моих героев, и у меня оставался на самом деле только Зевс из героев, которые я могу взять в Сларка. То есть, мне кажется, это самый логичный выбор. Я могу там тоже как-то противостоять Сларку по вижену там, и так далее, по передвижениям, и по фарму тоже. То есть там люди играют с доминаторами, в сплит-пуш бесконечный фарм, и у меня типа на Зевсе тоже есть опция купить шарт и начать качаться. Я сделал это немножко поздно, как я считаю. Мне нужно было сразу покупать шарт на 15-й минуте. Вот. И тогда было бы, мне кажется, еще легче выиграть. Ну, в общем, да. Я себе заколил Зевса уже, когда они взяли что-то на 18-й, что ли, пик или что-то. Короче, я уже после второй стадии пиков уже знал, что на Зевсе буду играть. Я уже сказал парень, я тут на Зевсе играю. Меня начали отговаривать, не верить в мою Зевса. Я говорю, нет. Нет, если я не пикну в этой игре Зевса, я не знаю. Ну вот вернемся ко второй карте. Насколько кража Аегисон, соответственно, второй, повлияла на исход? Даже не столько на исход, а на ход игры. На самом деле, уже до этого Рошана игра была достаточно сложной. Уже до этого Рошана мы отдали 2 пикофа на керри и приняли уже до Рошана
плохие файты. Ну, то, что они Рошана украли, это просто игровой момент. Мы вообще должны были тот момент по-другому разыграть. Там больше вижен поставить, чтобы этого не случилось. Да мы как будто даже не ожидали, что они пойдут что-то прыгать, контестить, я не знаю, просто на лоха решили бить Рошана и закономерно проиграли там файты и, можно сказать, игру. Были ли в этот момент флешбеки с Риада? Там же была похожая ситуация. Да, я понял, про что ты говоришь. Да не особо флешбеков. Ну, такого не было прям. Там просто реально то, что случилось на Риаде, там чел просто на лоха один забегает, берет Эгис. Я такого в доте вообще никогда не видел. А тут закономерно Сан-Кинг закапывает под эпицентр, и потом бочка алхимика. Тут как бы намного легче украсть Эгис, чем вообще на Риаде. Вообще флешбека такого не было. Нет. Что происходит в TeamSpeak в этот момент, и как не тильтовать в таких ситуациях? Ну, конкретно вот такие, понимаешь, гейм-чейндж моментов. Ну, что в TeamSpeak происходит? Да ничего, все просто на чиле пытаются успокоить друг друга. Типа, все, парни, все ок, типа, играем дальше. Нет смысла обсуждать этот момент. Мы можем просто обсудить, ну, надо было там поставить вард, да, и занять какую-то зону перед Рошаном. Но рефлексировать по поводу этого не стоит, типа, в игре. Игра дальше продолжается, типа, она winnable, можно в любой момент камбэкнуть, особенно на инте. Тут, ну, ты не то, что должен, ты обязан играть до конца, потому что это international, и ты можешь выиграть игру из любой ситуации абсолютно, потому что все играют тоже под прессуром, все делают ошибки без шансов, да, то есть никто не играет идеально, всегда можно выиграть. Главное никогда не сдаваться. Да. Так и подытожим. В моменты, когда происходят такие колы, ну, вот эти, как ты говоришь, что не надо играть под прессуром, надо успокоиться, парни, играть дальше. Кто чаще всего говорит подобные вещи в TeamSpeak? Не, ну, во-первых, это не прям происходит у нас, чтобы кто-то начал друг на друга гнать там или еще что-то, потому что для всех... Не то чтобы гнать, а когда ты понимаешь, что, ну, там произошла какая-то ситуация, да, после которой могут там тильтануть чуть-чуть, ну, ну, и если... расфокус какой-то пойти, Ну, кто понял, что ты говоришь. пытается держать в руках. Если кто-то по факту начинает обсуждать плохой файт после плохого файта, начинает там типа, блин, там надо было вот это сделать, а что ты там, например, какому-то игроку, а почему ты здесь там кнопку не нажал, то обычно Виталий говорит просто типа, парни, зачем вы сейчас это обсуждаете, давайте по next действиям, там, как мы распределяемся по карте, когда мы ресаемся, если мы все сдохли, что мы делаем. Вот. Потому что нет смысла никогда в доте вообще обсуждать там плохой момент, который случился. Ты можешь уделить этому просто, главное, это все, если хочешь это обсудить, в позитивном ключе, просто сказать, парни, так, мы ресаемся, делаем это. Нет смысла уже обсуждать, что кто-то не нажал какие-то кнопки, кто-то там что-то плохо сделал, это только негативно будет влиять на игровую ситуацию. Обычно Виталий, эти вещи говорит. Как вязать белкой на макс рейндж, как Виталий Мельник? Как вязать белкой на макс рейндж, как Виталий Мельник? Как Виталий Мельник на макс рейндж белкой вязать? Как? Кидать второй спел сначала и орешек кидать. Вот у тебя есть АОЕ второго спела, вот это синий кружочек, да. И кидать орешек в самый низ. То есть ты кидаешь как бы за спину второй спел, и сразу же орешек прям перед героем. И вот так вот это работает. Ты всю технику объяснил, я думал, ты просто скажешь, это невозможно, Виталий слишком хороший или что-то. Ну я же играл на белке. Нет, я знаю. Я же был четверкой, как бы. Но у меня так не получается связывать. Ты не умеешь. Я даже никого не видел, чтобы так получалось. У Виталия Мельника 10 из 10 любая связка получается. Потому что это Виталий Мельник. Это Виталий Мельник. Поэтому на вопрос, как вязать как Виталий Мельник, надо быть Виталием Мельником. Ответ. Да. Поехали, общие вопросы. Что, может, ты заполнил больше всего в групповом этапе? Мы уже с тобой выяснили, что групповой этап, формат нас полностью устраивает. Ну, какие-то просто твои выводы, может, какие-то мысли. Как у нас все прошло? Доволен ли ты нашей игрой? Почему с Нигмой не пошло в первой игре? По группе могу сказать, что да, стабильно сыграли все игры после Нигмы. На самом деле провели работу вот после этой игры обидной с Нигмой. Типа посмотрели реплей и поняли, почему мы ее проиграли. И просто на выводах уже добили 3 команды без шансов, можно сказать, только с Parivision, очевидно. Потому что это тоже тир-1 команда, и мы с ними играли как бы 50-50 игр. А вот эти, что там с Бум, с Авророй, там был 4-0 снос без шансов. С Нигмой Ундрейда надо банить просто. Вот что мы поняли, на самом деле. Надо забанить ему Ундрейда и снести их в плей-оффе. Ну, это будет просто уже, как сказать, принципиальная сейчас битва у нас в плей-оффе против Нигмы. Будем их выигрывать. Да. Мстить? Да. Мы вот сегодня были на арене. Расскажи о своих впечатлениях первых.
Как тебе арена, как тебе репетиция? Арена потрясающая. В общем, мы уже на репетиции посмотрели церемонию открытия. Там будет оркестр, там музыка из Доты, вот это все. Очень завораживающе. Огромный стадион на сколько там, 15 тысяч человек. Надеюсь, что он просто будет полностью забит, и мы просто выступим на максимум перед таким количеством людей. Как мы провели вот эти выходные? Вот у нас было, как ты сказал, 4 дня. Как вы провели их? Что делали? Удалось ли что-то посмотреть в Гамбурге? Вот было у нас 4 дня выходных. На самом деле, первый день кто-то отдыхал, там взял брейк или еще что-то. Ну, я просто играл в доту, на самом деле, эти 4 дня. Когда мы... в кальянку мы вышли один раз просто по фану команды посидеть вечерком. Ну и в рестик один раз, вот тут в отеле, просто на верхнем этаже. И все остальное мы просто не расслабляемся, продолжаем играть много в доту, КВшиться, и все заряжены, искать, побеждать. В чем сила китайских команд на этом турнире? Почему первые, кто прошли в плей-офф, были 2 китайские команды? На твой взгляд? На мой взгляд, сила китайских команд. Таиланд, могу сказать, что мы с ними очень много КВшились в этом году. Прям очень много. Я думаю, мы их натренировали в каком-то плане. Мете, геймплею и так далее. Про Тайдбаунд могу сказать только это, наверное. А про Extreme? Все говорят, Ами в зоне, выигрывает там игры 1x9, просто на керри дифе. Я не следил, честно, за Extreme. Я даже не понимаю особого хайпа. Посмотрим, что будет в плей-оффе. Чего тебе, или нам, как команде, не хватает на этом инте? Если есть что-то такое вообще. Нет, на самом деле, вот сейчас могу сказать с полной уверенностью на этом инте, что у нас есть все, чтобы победить. Я не считаю, что нам чего-то не хватает. Сейчас происходят в команде вещи все, которые я ждал весь год. Все стабильно отыгрывают игры, у всех стабильно потрясающий пул. То есть абсолютно все герои, которые нужны. Никто там, никаких нету этих просадок по хиропулу, по геймплею, еще что-то. Все супер стараются, играют очень много. То есть я прямо сейчас не могу даже сказать, чего нам не хватает. Мне, честно, кажется, что у нас есть все, чтобы поиграть. В основном в плане команды, все на высшем уровне. В плане организации тоже все на высшем уровне. Только мне не нравится, что на турнире такой, как International, у нас доставка еды. Это Volt, это Glovo, это Uber Eats. То есть это вообще невкусно и это не прикольно. То есть это бесконечные проблемы с животом у людей, потому что непонятно, что приезжает, какая еда. Да и просто выбор еды не особо, так сказать, один только фастфуд, да и все. Ничего хорошего в доставке еды нет. Например, на Риаде у тебя всегда 5-звездочный отель с шведским столом 3 раза в день, да? То есть это потрясающе. Только еда, наверное, да. Окей. И последнее. Чем этот инт отличается от прошлого? Страной. Очевидно, страной, отелем отличается этот инт. Командами, составом команд. Гейминг не доехали, плюс, считай, до плей-оффа уже не дошли 2 тир-1 команды. Ростером, да, на плей-офф отличается. Сейчас, мне кажется, довольно, на самом деле, почему-то слабее Дота, чем она была год назад. Не знаю, с чем связано. Как будто к концу года, все подсдулись, и как будто не хватило у людей сил, до конца дойти. До может, наоборот, все настолько наигрались в этот один и тот же патч, в одну и ту же мету, что все вышли примерно на один и тот же уровень. И игры поэтому тоже становятся, 60-минутная игра, это уже как будто нормой становится. Да нет, на самом деле, если про 60 минут игры бесконечные, это все из-за мета-доминаторов и мета эта фарма. Из-за этого игры очень долгие. В твоих словах тоже есть правда, что сейчас тоже, так сказать, нету прям лоу-скиллов тоже на инте. Мне честно кажется, что нет этих Team Spirit. И кто еще вылетел? Liquid, да, нет Spirit и Liquid, наверное, потому что как будто у них они немножко подсдулись, к концу сезона, может, не хватило мотивации, или, у Spirit вообще Ларл в больнице лежал, да, то есть это вообще не везение. Поэтому есть в плей-оффе такие команды, как Heroic и какая там еще есть команда из не топ-6.
А кто там? Фальконы, Heroic, Tidebound, Extreme. Ну типа Tidebound, да? Вот Tidebound, да? Команды как Heroic, Nigma. Tidebound, Nigma. Extreme, Nigma, да, вот они сейчас в плей-оффе. Все эти команды особо результаты не показывали, там Extreme выиграли, правильно? Или Tidebound, Tidebound выиграли последний китайский турнир, да, вот этот. Снуруи. Да, и все, остальные вот эти команды особого результата-то и не показывали вообще. Даже в топ, там, может, 12 не заходили. Вот они в плей-оффе инта, да, потому что как будто вот тир-1 командам не особо повезло. А тебе не кажется, это, наоборот, интересная история, что проходят неочевидные команды? То есть вот весь сезон, по сути, там дерутся там 8 команд между собой, и каждый плей-офф — это, по сути, повторение предыдущего турнира. Одни и те же команды просто вот делят между собой там первое, второе, третье, четвертое место. Был же даже мем, что типа последние 8 турниров или сколько выигрывала, ну, вот одна из этих команд. То есть, ну, она не повторялась там дважды подряд. Ну, для меня, как Не и так для давно. игрока... А тут заходят вот 3 абсолютно как бы неожидаемые команды. Не, Там ну, не 3, там смотри, 2,5. тут есть две стороны, короче, как для игрока. Первая сторона — это то, что ты на фри можешь выиграть эти команды и пройти дальше, если тебе повезет и попасться с ними в сетку, да, первый матч. Там Paravision играет с Heroic, мы играем с Nigma, да. То есть, очевидно, это разные уровни вообще команды, там, тир-1 на тир-2, да, можно сказать. И есть, то есть, вот эта первая сторона фри победы, как бы, да, но она, очевидно, не будет фри, все будут стараться и так далее. А вторая сторона — это просто то, что мне хотелось бы сыграть со Spirit на стейдже, хотелось бы сыграть с Liquid на стейдже. Нет такого желания там сыграть с Heroic, сыграть с Nigma на стейдже, да, это, ну, никто не живет этой мыслью, да, а там, ну, короче, вот, что просто я за компетицию, так сказать, за пизделку СНГ команд, можно сказать. И... Fair play. Да. Это в этом минус, да. Здорово! Сундучок выпал. Мадюха, мне сундук выпал, мне и Владос. Я еще буду открывать. Спасибо Сакси за ФБ. Первое на интернешнле. Открываю сундук, мне нужен на ходынке Леона. Бля, мне чел трейдер, который эти... продает. Ебать! Ну почти. Это то, что мне нужно было. Нет, ну я думаю, что Леон типа больше... Блять, почему во время аларма в 11? Приходи сейчас вся арена, на всей арене просто у всех... Так реально. А они не запомнят, интересно? Не, парни, это просто судьба. Ты открываешь все, только выпадает. Это просто- я открыл в 11:00 во время аларма, который во всей Германии. Просто мне выпадает на ходынку прям то, что мне нужно. А мне не выпало, Веталь. Мне тоже не выпало. Сука. Я находился в Берлине, не отвлекал команду, но краем глаза заметил, что сборная Молдовы проиграла Норвегии в матче на отбор чемпионату мира со счетом 11-1. Вот, Виталий, интересно, как это произошло. 7-0. Вот гол сборной Молдовы. Что? Специально затравил или что? Не, ну он Подожди, дал пока- вратарю неудобно. Еще раз, это же он свой ворот забил, да? Да. Он вратарю дал неудобный пас, и вратарь растерялся. То есть Молдова даже с игры не забила. Они даже не радуются после такого гола. Да, спасибо, Глеб, за моральную поддержку перед официалкой с Нигмой на стейже. Показал 11-1, как Молдова проиграла. Бля, парень, да мне как будто сделал, он сказал, типа, привязать ему, блядь, габайт подкрутил. Никто не перепривязывал. Парни, перепривязка в прямом эфире происходит. Еще и Рич, ну ладно. Санек тебе дарит? Ты призвал Сенкингас? О, дай мне. Я открываю. Я открываю. Владину на Леона я не попадет. Блядь! Куплин.
Рики нахуй худшая хуйня. Я на Рики 4, парни. Еще одна. Давай, Леона, блядь! А Леон самый редкий, я думаю. Бля! Пэл Рики, проебана. Пэл Рики самый худший. Ничего страшного. Let's go. I wait for Katomi to get him can go ahead and be scanned, so we Окей, можете идти. can go. Ну, может, если он скажет, что герой не сильно слабый, или хотя бы что Булдро ты по контесту. Окей. Ян, Ванек, Виталя, Потом мы идем Матвей, в Даня. линии, потом мы идем в Да, линию. а Потом я иду первый направо. Ну и Ванек, и так, да, по посадке там. Данек, ты сюда становишься за матюк. Вот сюда, все. They're certainly going to try. Shackle goes out first. Shackle slam, but he's going to be saved. They do have the bird damage. Here comes the Roar Cataclysm. Double Cataclysm. Big damage. Oh, the Earthshaker. A little bit more. He gets up the Aphotic Shield, but it is not enough to save him. They're going to have to burn through some buybacks now as the Pure Bear tries to hold onto these tier 4s, but Ghost locked on with the Alacrity on him. He will make short work of these tier 4s. They cannot concede many more of these buildings. They're going to have to fight. Miro tries. Draws a little attention to himself. A beautiful tornado. Catches the Earthshaker a second time. Oh, Fallen Scott on Miro. He jumps in and goes. He sees the opportunity. He goes to the buildings. They pop the glyph. He's going to back out for now. You have Providence BKB. They got the Alacrity. He can commit. He goes after save. Waiting his time. Waiting for the glyph. Noob is just trying to create some space so they can all in on the throne. They see their opportunity. And Echo Slam jumps in. And Fisher. Another a supernova save from Oma. What a save from GH. Это все понятно. Что мы можем поменять? Мы будем все понимать свой скейлинг, свой геймплей, у нас будет нормальное взаимодействие по мапе, поэтому все, что нам нужно сделать, это сейчас зайти на эту серию, сесть туда в кабинку и пикнуть просто то, чем мы играем. Я хочу парень обсудить драфт. Если чел прямо сейчас берет СП, опять у нас СП. Такой ебанутый чел на паке, это пиздец. Настолько вот драфт. Они орали? Нет. Виталий говорит, давайте не будем кричать. What can they do with this? They get into the high ground. That's already a decent start. And they spot the Grimstroke, hit him with the Rolling Thunder. The team can't quite jump in as aggressively, but they've already killed the Grimstroke. That's a great start. Oh, yeah. Exactly. Aghanim Scepter, give it over. Won't bite on the Faceless Void. He's going to jump in 3-man Chronosphere, and he starts going to work on Ghost. Can he kill Ghost? Easily. Can he kill more? Without a doubt. He's already taken out 2 supports, and oh my god, Samael just made mincemeat. They can kill a hero, maybe 2. But once Pure gets involved, it's all over. Dude, that wolf fight was straight nasty. Данил, спасибо, блядь, что протащил. Мне Толян сказал, что ты там фразу сказал. Надо посложнее что-то придумать, да, типа? Да, блядь, парень, что на Тускаре, ну, мой XL даже с сноуболом, и у нас нет дэмэджа. Парни, у вас свойств, типа, вы говорите всю игру, у нас все нормально, но вы можете просто, фокусироваться на своих задачах в игре, типа, вы просто играете в игру. Вы, блядь, играете, как будто бы нас, типа, мы сейчас пройдем игру, и кто-то в тильте сидит. Просто, типа, играйте, как играете, и вообще. Да. Маленькая горка. Даже не надо думать, что нас сносит или не сносит, все и так же понимают, что в игре происходит. Вот там, Чел никогда на этом турнире не брал госту Кейри на 16-17. Заходит в плей-офф и берет тролля 16-17. И я сейчас говорю, что он может делать тот, а мне говорит, что я безумец.
Я направил сначала, мы убили тени, потом я направляю на Фуриона, который улетает, он отменяет ТП, ты говоришь, Фуриона. И мы типа добиваем, ну почти его добили, ну и Хрон нажимает за сейло. Все. И нас там обоссали, меня убили там за ролл-панга. Хотя вот условно Хрона было бы другое, там мы бы обоссали. Ну ничего не сделать, нормально. Просто главное, возможности имели по игре выиграть. Все. Ну хорошо по карту понимали. Эти-то кофты подмол-то греют, а интоски нихуя не греют. Ну, хороший морф, лана по кормачапу просто. Здесь многие на турнире будут драфтить после кормачапами на ласпик. Но мы знали, что у него будет морф, просто надеемся, что просто переиграем. Очень как-то стрессово играем, то есть слишком паникуем. Their way here into the pit. Can they get there fast enough? 15 seconds. He's got his blink, he's got his scythe. It's got to be one hell of a jump. Can he get in? Digest at the right time. And a massive Spiro! GPK makes the jump in. He gets grabbed by Pure. As good as it was for Noob, it wasn't good enough. Samael falls, sets a die back there, and Ghost is fighting for his and his team's life. But he's got to get out of here. He leaves his supports behind. No! He is stopped at the gates. He will not make it back to his base. Everyone on Nigma Galaxy is gone. Как же Виталий заорал сейчас. У меня глаза вот краснющие уже просто, я сижу такой. Серия дня это играть вообще не фаворит. Ну третья, да, жесткая была. Я думал, а у нас тут 13 канов? Я вот даже ждал челов, пиздец, я нахуй морфа почти в соло разъебал. Смотри, сейчас будет джамп. Да. Блядь, чуть в пляс не пустился. Он был в Сьюте, там где была Ина. В другом. Да. Справились с самыми боссами. О, Сахил, привет. Очень сильно. Короче, вот у Данька твоя кофта. Отмена. Давайте все проснемся, как бы выспимся, чтобы ни у кого не болела голова, чтобы никто не умирал у нас перед игрой, чтобы все были в хорошем настроении, на фокусе. Я сейчас пишу, то есть охуенная верка, сын мертвой шлюхи. Кто пишет где? Какой-то чел в инсте пишет, охуенная верка, сын мертвой шлюхи. Комментариев немного. Завтра играем против Фалькон, будем тащить. Лавантус проклятие где-то в 6, если честно. Лавантус я тоже закурил 2 по 20, 2 по 50. О! Чё, блядь? Он спасибо. Ты можешь меня с таким лицом, когда будешь выходить на стейдж и выходить зажать руки именно с таким лицом? Кубаба. Кубаба такая. Не надо делать это сертификаты, пожалуйста, пару. Ебать, дэмэдж же просто ебанется. Дайте рэмпэдж за них. Как они нахуй базу потеряли. Там может второн?
Все, этот раунд после Falcons. That they get scanned. Amar goes for it. Side device on the bristleback. Lands the spear. Malrine with the epicenter. All in on this bristleback. He actually went to the back line, hit JPK with his burrow. Now he's been Fiend's grip, but that's fine. He got off the BKB. No, pulled in by Bushwhack, and they managed to burst him down. And Amar! What is that damage between Pure and GPK? They just ripped through him, and now Skeeter is fighting this fight without his other two cores. They're trying to get him back to the base on this first life, but pulled back in by Save. That's life number 1. Do they have anything to buy back on the side of Falcons? Skeeter, second life, BKB, he goes out, pushing away Pure, and he's gonna try and teleport away, and he will be fine to do so, but what about his base? I mean, you're not TPing far. BB team win a fight right outside their base with a Black Dragon. They are gonna go to town, and the all chat swiftly return here. Just they're going straight to the tier 4s. Pure Magic. Бля, как бы заебали игру с счетом 0-7-0. Ты уже на Дизе столько сыграл, что ты на Б не разучился играть. Да не, парень, ты какой геймплей сказал? Я купил БКБ кекс просто, реф. У нас, парни, если что, по крипам 90 на 10 в боте, Фурион улетает постоянно просто. Потом, ну, в 5 минуту меня Ичак кемперит. Че, в меня въебались, потратили эпи? Еще я тебя почти уже увидел в арене, почти тебе почти лотус дал. Ну, я там чуть-чуть... Если ты, кстати, мне дал лотус... Я еле видел, блядь. Я уже увидел, когда у тебя 100 хп. Да, у меня есть что-то... Я бы выжил там. Ну, я ветали, это просто тест лимитов, типа, ну, блядь, нихуя. Ну, я так хуёво было постараюсь, поэтому... Парень, очевидно, мы знаем, что Дис сильнее Бэйна. Если бы я не сдохну с ПБ, если бы меня потом на 2 минуте еще раз не убил Фурион с ПБ, он играл в другой. Конечно. Ну, у меня нету сапа на лайне. У меня нету сапа, парни, на лайне. У нас весь early game, парень, у нас меня ну, вот так вот происходит. И это, ну, парни, это такая жизнь. А потом, парни, ну мы просто отвечаем на 14-й руне. Не, парень, на 14-й руне я был, да, ладно, мы не могли лучше сделать, забайтили на пресла с БМом. Там по 100 хп все герои. Представляете, из-за того, что вот у нас такая хуйня в топе, ну, блядь, я не знаю, у вас еще лайнинг вводит тоже, вы киллов никаких не делаете. Мы не можем, а потом чел ко мне приходит, парни, на Сэнкинге, убивает меня, ломает мне тавер. Парни, ладно, все, какая нахуй разница, парни, мы даже эту игру выиграли. Какая нахуй вообще разница? Что мы обсуждаем, как будто мы проебали, тяжело было против Нигмы, и как даже вот сейчас с таким стартом... Против этих челов просто фри. Мы сейчас что рейтинг? Я вас спрашиваю, вы хотите брать ФП? Он может забанить ВК во второй стадии, парни. Inside of it, so you don't get the pipe off. Yeah, the issue is you have Shadow Demon. You can always bail a hero out under it anyway. Yeah. But hey, maybe you land a 4 or 5 man here. I mean, Falcons, he hit a 4-man Static Storm earlier. Falcons have not been shy about clumping up. If they could burst down the Enchantress at the start, that would be beautiful. Unfortunately, it doesn't quite work. And now Miro, now the Epicenter goes out. There goes that Static Storm. The BKB is already activated by Skeeter. It's not good enough. It would never be good enough. Falcons, they'll stay healthy. They'll stay up as 5. They will not lose a man as they push into the high ground to end game 2. Malrine asked for the tip. Чем мы базу доту забыли? Надо триплить Хускара, блядь. Надо было те, что ты триплил, блядь. Ваника было бы фри. И все. На присла на убой. Брисл в камбэкте. Пора. Вот 3 игры пинают в жопу у нас. Что это такое? Артём, разберись, пожалуйста. Кому ебало набить? 3 игры просто в жопу ебут, если Мы сейчас пойдем делать менеджер див, а сейчас будем Малрин на Сэнкинге играть не будет, мы постараемся. Потому что он все равно играет либо ченом, либо ничего. Однохуйственно. Мы все равно проебаем каждый лайн, ничего или ченом. Белку все время типа чена брали, и для них это типа пиздец фаворит. Ну здесь белка типа под Магнусом. В нашем понимании. All of BB team, they're going to come down here. The Roshan roars, and Falcons will back away after the roar. They smoke up. They want to get that initiation first. It's going to break on Malrine. GPK with his fresh Blink Dagger
He blinks backwards, trying to deal with the boars, but Amar, he found the spear, no way, it got interrupted! The roll goes out, and GPK has a chance. Can he get off the Rolling Thunder? Can he roll away out of this? Now with the golden peak drop, no, he got locked up by Skater! He rolled right into the troll, and the troll locks him down! What can to the Pure voice do? down, another arena. Amar, he's trying to protect against Pure, against the right click. Skater dodged away from it, wait for the spear, now the stun is there, and they can finish him off with ease. Завтра живем на арене, ребят. Завтра 2 матча? Да. Что-то, парни, пиздец, ментально сдаетесь очень рано. Сколько будто бы в этой игре. Я не знаю, мы могли на Рошана не идти. И разъебать в боте этого Марса, пусть они реагируют в бот. У нас ебанутый Тенгальер, фри игры, топ-1 на флот, а потом наш ДК ловит арену и Рор Биста, и умирает. Мы забыли, как мы в объекте выходим с Варлоком и забираем любой тавер без шансов. У нас ДК стоит типа 90 на 10 в боте, но мы, конечно, обязаны играть доту под него. Но у нас же типа нет никакой инфы, что мы даже в теории можем под големом прийти в бот. Вообще у нас даже нет такой, ну, инфы. У этого Марса будет арена, у нашего Маркуса будет ТП. Но тут уже все упирается в то, кто сделает действия более качественно и быстрее. Завтра впервые списаться. Но вы все равно в финале будете с нами. Думаешь? Я уверен. Чё, комбэк потенциал ебанутого героя просто. Держим строй, завтра против Heroic играем. Правильно? Heroic, потом экстрима. Heroic Extreme завтра, парни. Держим строй, не спускаем штаны. Ну, надо сделать выводы и играть доту. Либо были возможности играть доту в третьей карте. Не увидели их, проиграли. Но так и должно происходить, парни. Это игра за топ-3 на инте. Либо это абсолютно закономерно. Виталя! За Молдову, ебать! Обязательно! Был максимально боссный войс. Только, наверное, в третий против них у меня была боссная, это потому что у меня была хорошая игра на гриме, и я видел игру. Я, парни, сделаю все вам. Давайте просто, чтобы на 10-й игра не была въебана, я вам все проколю, как выиграть. Я не позволю нашей, чтобы в игре была боссный войс на стейдже против Heroic. А, парни, давайте просто использовать нашу возможность, будем смотреть и думать. А потом он подарил Это твои по итогу? Да, это мои наушники, блядь. Он мне год назад подарил. Охуенно, блядь. Он говорит, ты в зал ходишь? Я говорю, хожу. На тебе наушники. Пиздец, вот охуенно, блядь. Вот мы и нашли, блядь. Возьми руку, Что мы нашли? Я что, блядь, эти наушники проебались. У меня где-то вот они на буткемпе Так если были. уже была ситуация, когда Тёма включает свои наушники или какая-то хуйня, и ты говоришь, что за хуйня, почему у меня не мои наушники подключены? Я тогда это уже все сложил и понял, но я тогда промолчал. Все понятно. А теперь ты уже говоришь, и я на тебя смотрю и киваю, потому что я уже все. Это пиздец. Я только сейчас осознал, что у меня реально проебались наушники на буткемпе, нахуй. Просто крысы. Пиздец, воры. Ладно, Артем, я тебя не буду забирать. Конечно, Их уже подарили. Это ж Санек ему подарил. Да, Санек, пидорас ебаный, просто мои наушники именно без моего спроса отдал куда-то. А мне сказал, что он их на буткемпе оставил. Уже он это Стиму ливнул вроде или что такое было? Надо торопиться, делать лютой хуйни какой-то. Надо просто сделать, качественно сыграть доту, как мы можем. В этом суть, это самое важное. Как будто цитата из бригады, знаете? Вы ебашься до конца, да? Будем бежать челов не на очки, если что. Если будем сильнее. Мы вчера даже в доту не поиграли, нас просто ебали и все. Ну, вчерашние игры даже не стоит брать вообще какую-то вселенную. Да. Похуй на вчерашний матч вообще. давайте коммуницировать. 4-я, там, руна воды, можно ли там подъебать аналога или нет. 6-я руна, парни, мы всегда воду сыграем под мид, почти всегда. Если есть, давайте общаться. Если смысл сыграть под мид, да нет, там, ты можешь с 5-й минуты там еще колить.
Да, или стаки, не стаки, виздом, парни, не проебем. Или коммуницируйте, если вы на их виздом хотите бежать, парни. Давайте коммуницировать. Контролим всегда 8-ю руну контролим, чтобы ДНК была игра. За ником законтестим, конечно, один из сайдов. Или мы среагировали стоп, должны были проебать 2-0, парни. Еще тогда были бы в нижнем. Аллаха выиграли. Парни, помните, мы никогда не отступаем. Давайте их не бояться, парни, мы просто сильнее как команда. Если мы сделаем все вещи, которые мы... И будем иметь стейбл драфт, чтобы Ванек играл на нормальном керри матче. Слушай, это как должна быть анонс формы, типа, чтобы она была удобной. И вот эти позы. Нам 3 из 3 вчера банили во второй стадии кента. 3 из 3. Челы боятся моего кента все. Я об этом ночью вчера думал. Я ночью проснулся в 5 утра, подумал об этом. She bursted him down with the Quills 11 stacks, 2,000 going into Pure. He just could not survive the physical onslaught. The buyback, I think this is coming too late. Oh, they're committing. Try jumps inside the pin. Can he grab it? He's got it! JPK, he rips it away from Heroic. And now, it came at a cost. It cost them the buyback. If Yuma dies here, he's in trouble. He got BKB unleashed. Now it's Pure. He's in trouble. Gets off the man to hit by his stun. And Invisible Blade goes off. A Fisher to try and stop him, but he's away. And now, danger time. BKB not up for Yuma. He's a dead. A dieback. 2 minutes. Heroic have to fight on without him. With just 1 core to do it. And being pounded by the Wolf. Miro chases after them all the way back to their fountain. All the way back if necessary. They will find that 3rd core. And Heroic now on the brink of death. They've been cleaned up all over. And BB team have full control to push as many. Это же изначально вообще был плей на кладбище, потом можно выйти просто. Молодец. Это был здравый Эгистин. Через эту хуйню в стройку я спиздил. А там именно... Сколько Эгис выбирается? Я хуй знаю. Овер-рефрешер, вся бана выбирается, по идее. Все? То есть просто ты именно курсор на... Я собрал Эгис и сыр забрал. Хочешь ветку скидывать одну? Или даже несколько раз скидывать? Все шмотки это просто в враганах шмотки складывать. А там вроде нельзя, нет, складывать? Мне кажется, нельзя, но прикольно было бы и смотрим. Это как с Головачем этот ролик делал, типа Рошан собирает, ему просто все хуйня. Блядь, да что это за хуйня? Бля, как тяжко идет нахуй, ебаный в рот, это вообще пиздец. Эти атаки, блядь. Типа, хотя Бандыка, типа, прям плотно намекал нам о том, что он хочет кашу взять. Ну че, блядь, так ей отрицательные паки делать. Они так и будут пытаться. Просто набрать каких-то героев, подъебать их так вот, отлексить. Шейкер, Бристолбэк в боте стоят, отпушивают Они просто Ликана. на лоха хотят, ну как не на лоха, они просто хотят находить киллы и сноуболить. Они когда килл находят, они сразу хотят типа дальше сноуболить. Пак, говорю, что давай не отказываться от таких плеев, просто хоть покать, хоть чела в форте на ТП и отходить. It just slips right past Miro. That's insane. Still, Yuma taking matters into his own hands. Kills. The Terrorize goes out. Timbersaw will try and take advantage of this. The first life of Yuma, they're burning through this refraction. BKB goes out from Analog, and a quick angle slam for Whisper. Knock it down 2. Miro, he gets a force tap to save his life. Analog's fighting up against the physical damage. Pure pops going BKB. Down. He makes the commitment to Leshrac, and he gets it. Meanwhile, Yuma, on his 2nd life, almost dies here. Goes back against Pure. Knows that BKB is going to wear out. Knows that the stuns are coming in with the cogs pushing him around. They do have this nightmare in the back line, so Yuma just can't get down to this cliff. Schofield and Whisper, the 2-man tag team of stuns. They can't get the kill on Miro right away, but they'll get it on Pure, and Yuma cleans up both. The control tag team from Heroic getting the job done where the damage falls.
Если СП, ну какой был драйвовый? ФП Марс, да, у них был. ФП Марс. Мы банили что? Мы банили конкретно... Не ФП, на Марсе потом... Нага Бист. Мы конкретно банили Нага Бист. Ой, с такой параши, блядь. Вот это хуйня, это наши шансы, блядь. Ближайшие 3 минуты это наш шанс. Главное сейчас Аегисом не обосраться с его дропом и так далее. Ебать. Есть, блядь, отхилился нахуй! Они тоже все без баев, блядь, тоже все без баев. Отхилиться, подышать чуть-чуть, успокоиться. Ванкура Пира летит. There it is. KJ, this is an opportunity, a moment for greatness. Can he hit the black hole? Picks up everything for Heroic. God damn, it's not enough. Pure hits the Satanic, and everything is wasted for Heroic. How is he alive? He's just tanking sideblade after sideblade, not enough to kill Miro. And Pure, he can play it slow. He's got another Satanic coming up. Добей трон, пожалуйста. Блядь! Да. Ну так он с рапирой пошел Т4. Не, он Т4. Вот мы их убили уже. Да. Когда Чил запретил блэкхолл, у нас все молчат, мы уже думаем, ебать, на что. Так ему еще в куре летит блэкхолл, и вы еще стояли идеально очень долго, и он из-за этого не прыгал, и вы начинаете коммититься, и он прыгает, и я такой типа, блядь. Парни, я отбил дом Шира секретно. Просто пришлось достать. Там Талём секретный. Какой нахуй секрет убил Шира, парни. Да, парни, я Бейна знаю, Драгон Найта, это удача. Я бы любым другим игроком билдом играл, бы на проебать. Боте где-то 2. Я ее связываю башаком, она не дает дамидж в этот. Когда в конце игры Данька бьют, я связываю Лунаю, и потом еще Юл и даю потом после чувака, и Данек на 100 хп выживает. Сидишь, потеешь, болеешь за красавцы, парни. Порвались? Здорово. Ничего страшного. С победой! У нас остальные ребята на вьюшке. Ой, бля. Интервью. Да, они сидели рядом в ложе, кстати. Мы еще, блядь, просто против всего мира играем каждую игру, блядь, и мы с нас болеем. Понимаете, у нас каждая игра против нас весь стадион, каждая игра против них. Не, против. Мы за вас. Против там героев. Там есть поддержка. Трибунка одна. Что сами скажете, как? Был момент, что нервы были? Всю игру примерно. Когда нас в топе убивают на Торментере на 30-й минуте. Обычно после такого... Бля, ребят, вы там, если что, такие обосраны. Вы вот стали, а челы вообще в другой части мапы, и вы просто стоите 2 минуты, Итальян говорит, блядь, что они делают? Не, мы считаем, что это лучше типа позиционка, чтобы подраться. Стоят, фармят тройку, они блядь, приходят с дилеем. забиты, блядь. Они приходят с дилеем по вашему Они приходят на наш опс, но Матюха не принимает решение на СК, потому что... Лунаю с Аегисом. Он видит Лунаю с Аегисом, если он в нее джампит, мы не выиграем файт. Ну, а Энигма рядом была в смоке, кстати, они догоняли уже в смоке. Мы видели тоже там где-то Энигму. А вы понимали, что Enigma рефрешер себе привезла? Когда уже там перед ХГ? Ну, когда уже они отдала, она по 5 что дала блоковую в конце. В троих она дала, мне кажется. В миде. Прям в миде? Да, в миде последний. В миде было понятно, что там кого-то не хватит дамиджа уже. Где Данек говорит, там просто в тимсвике тишина, и там типа... Как будто замутился тимсвик. Тимсвик в муте, просто никто слова не говорил. Серьезно? Все надеялись, чтобы нас не убили просто убегает. А, вот ты имеешь в виду, что в этот момент просто никто не разговаривает, потому что выжить задачу, да? Я лично Лунаю не дал бить в Блэкхолл. Короче, экстримы рядом сидели, они радовались, когда типа вы заливали, они хотели с Херойком сыграть походу. 6-0 они проиграли. На 6-0. Да, я знаю, ребят, я не знаю, парни, типа, от меня совет такой, что, блин, вы все вместе все делаете, но даже, типа, проебать можно по-разному. Можно залить, типа, и обвинять там того или того, тот не так сыграл, тот не то купил, условно, тот кнопку не нажал. А можно проебать все вместе и сказать, слушайте, ну и, типа, сделали все, что могли, ну окей, сегодня, типа, вот, проиграли, бывает. Завтра выиграем. Ну, короче, как-то так. Мне кажется, что у вас вот чуть, что вы все вместе, вот, какое-то единение. Вот. Я, опять же, со стороны.
вы все вместе, вы типа давно друг друга знаете, вы делаете одно дело, и мне кажется, это в этом типа залог успеха. Мы пытаемся быть командой, пока на стейдже не сказать, что хорошо идет у нас. Но с каждой игрой все лучше вроде. Опять же, по моим ощущениям, задача, знаешь, какая? Чтобы, типа, грубо говоря, там, не знаю, в каких командах вы не окажетесь, через промежуток какого-то времени вы все вместе увидитесь и будете вспоминать, что вы делали вместе. И будете рады друг друга видеть. В этом, мне кажется, залог успеха. Ну и, типа, так команда как бы С кем создается. плохо не прощаемся. Типа, мы по факту, мы с Егором, с Аней, там, мы со всеми братишками. Да не, понятно. Года вы, там, не знаю, встретитесь, такие, блин, помните Ин, типа, в Гамбурге? Вот, блядь, чуть херойком не залили. Мы дышим. Ну, мне кажется, в этом вайбец. Здорово, машин. Ничего, Что, погнали в комнату туда? Смотри, кто тебя пришел. Приятного аппетита. Ты что, машина, блядь? Как дела? С победой. Спасибо большое. Старались вообще. Смотри. Да, это я помню. Ты все серию смотрел? Да. Я и вчера уже, мы вчера приехали, я вчера смотрел тоже вас. Не особо. Вы еще доиграли, я просто вот так сидел, и все, я не мог даже. Они когда героик повели, да, они такие типа чуть улыбались, сидели, поэтому... Я понял, мы начинался, я тренировался под нашим КВ. Я знаю, все да, вот. Спасибо. Что тогда, все нормально, чего ты, а? Да нормально. Да, слушай, ну это уже не имеет значения. Если ты знал Доту, то не нормально. Это не имеет значения, слушай, это же было. А вечером будет лучше настроение. Самое главное. Ну, конечно. Мне кажется, ну типа enjoy the moment, ну кайф, ну блин, бывает такие... Я заливал на ФБ 2 игры. Я 2 игры ФБ фижу на Мне сундук дали. Я на ваньке, Ванек, мне за тебя сундук дали. Это потому что я не сил ФБ в 3 игре, я уже на ФБ. Можешь не фидить, пожалуйста, что мне сундуки дали? Наоборот, мотивирует, нет? Типа они думают, что легко будет, а ты такой собираешься, заманиваешь, ФБ отдал, а потом ты... Ну вот у меня 2 игры не прям прошло, в 3 игре у меня уже полтора игра у меня была. Не, ну вот сейчас 2-0 бы изи бы выиграли условно и играли бы с экстрим. И вы такие, бля, мы пиздец бигбои, мы пиздатые, например, как бы, знаешь, и все. Когда через, ну, типа, через трудности дается, мне кажется, что ты оцениваешь, ну, как бы, и успех лучше, и себя в том числе. Ну, чем мы помним все наши игры вообще, игры на интернешнл, просто все интернешнл. Я там был на 3 до этого. Я вот помню каждую игру на стейдже. Виталий, каждый момент. Мы типа настолько задроты в этом плане с доты и просмотра реплеев, что мы помним даже вот и игры групп-стейджа. Ну, я на самом деле тоже почти все свои игры помню, да. Ну вот опять же, типа, вернуться туда на стейдж сегодня вечером, ну кайф же. Экстрим была соседняя ложа, они хотели, ну, типа, чтобы с херойками сыграть, это прям видно было. Вот. То есть, ну, типа, это плюс с другой стороны, потому что они вас боятся, они сами не хотят играть. Не знаю, я рассчитываю, что завтра гранд-финал я посмотрю с вашим участием. Мне кажется, вот у вас на самом деле есть, скажем так, пространство для улучшения, потому что в какой-то момент вы реально перестаете между собой разговаривать, и вы, блин, делаете одно дело. Ну, и вы все вместе, вы проигрываете, вы играете вместе. И, типа, в общении, ну, большой, мне кажется, ресурс. Потому что ты в моменте, условно, говоришь, там, после 20 минуты что-то поплыл, не понимаешь, что тебе сделать, потому что тяжело идет, условно, там, Даня тебе говорит, блин, чувак, тебе все норм, возьми вот там этот предмет. Ну, я не знаю, как у вас, но вот у меня по жизни, когда против тебя болеет, выигрывать прям, типа, x2 кайф. Когда ты такой выходишь, типа, ты выходишь и вот так вот, блядь. Все за них топили, да? Что-то не так, нахуй. Что-то не так было, когда мы чейзим их после... Мы не забираем торма. Тогда, когда мы не забираем торма. Вот с этого момента... Я мисаю бушевак, чел жмет мелт. Ну не знаю, мы, конечно, мы не убили бы его. Не, мы его убили, знаешь почему? Если бы я дал бушевак? Короче, мы, скорее всего, убили, знаешь почему? Потому что у меня миссы. Он меня бы не пробивал, его бы Данек обоссал, но если, ну там уже Бейн резнулся. Возможно, блин, да я так и знал, что он сейчас наберет мелт, надо было там уже Бейн резнулся, Виталий, поэтому мы не убивали никак, я говорил, что там уже все, Бейн резнулся. Там не было смысла чейзить луна, ну мы хотели ее зафорсить на БКБ, но кого-то это вообще хрень была полная. Мы зафорсили же, а потом решили еще убивать. Когда человек наберет, вот так вот. Мы единственные в секторе сидели, болели за ББ среди перуанской мафии. Спасибо за победу, друзья! Да. Серег, здорово. Спасибо тебе за твою братана. Спасибо тебе, что играешь в команде.
10 утра, блядь. Просто приобняться, парни, без кричалки, парни, просто приобняться. Почувствовать друг друга. Немножко почувствовать друг друга, парни, да. Зарядимся. Сигарету надо еще скрутить, и каждый Почувствуйте Печеньку сыграем как раз в кругу. Раз мы уже собрались. Печеньку сыграть. Я настолько буду играть. Парни, сегодня мы собрались играть в Dota. И мы будем играть не до конца. И мы будем играть этот турнир до конца, пока этот турнир не разлучит нас. Аминь! Если честно, я просто хочу поиграть реально в Dota с кайфом. Вот мы играли и все игры, нас ебали нещадно. Вот нещадно. Давайте, парни, сейчас сыграем стабильно онлайн и просто поиграем в нашу Доту. Не оверкоммититься. Без лютых. Без лютой хуйни, да. Надо на кураже, но без лютой хуйни. Установка ясна? Вован говорил в турсайте Киев Мажара. Не рисковать, но и не на очке. По факту, если что, в этих словах вся суть доты. Ты должен играть не на очке, как бы при этом и не рисковать, но и когда нужно, как бы и нормально сыграть, в этом и суть баланса доты. И давайте, если проебем пару, то хотя бы проебем как команда. Все какие-то, парни, клатч-моменты уже ближе к мид-лейт гейму, парни, мы разыгрываем как команда. Заранее все готовы, парни. Смог на Торментера драться. Заранее, как команда. Если, парни, мы вместе пятером смоканем на Торментера, на 20-й, на 30-й, и нас там отъебут, мы хотя бы проявим как команда. Но если мы идем туда смоком вчетвером, кто-то, блядь, фармит на другой части мапы, не готов, мы бежим, нас ебут, так нет смысла проявлять. У вас есть все знания, как играть в мидгейм, как играть в early game. Пожалуйста, парни, контестите свои зоны. Давайте вот не паниковать, чтобы по мапе у нас не было каких-то дыр просто так. Каждый контестите свои зоны, если можете. Помните баланс. Типа, пока у вас не придет необходимое количество героев, вы должны типа стоять и держать свою зону. От этого будет у нас баланс на карте, будет больше возможностей. Да чтобы веселее просто играли. Веселее, парни. Ну что, погнали, парни? Видишь, заработать. Последователи. Ребята, тебе пульт это Тёмыч реально был. Там стоит Синкью и моет руки. И я ему говорю, wash your face. И он ржет и начинает умываться. Oh wait, a smoke. Hold on. I mean, they can't even get like a trap up there. They can't see anything right now. Did you learn? Ame, he's going to TP back towards the rest of his squad. Oh, here comes Dave. Xingqiu jumps away. Miro finds the follow-up and a good control onto all the other heroes. Trying back out. XM onto Katomi, keeping him out of this fight. And X-Nova is living for forever. And there's the jump onto Pure. Eliminated. What? Oh, no. Oh, no. Not like that, Miro. As the Sand King gets brought down, GPK low on. Потом я смотрю, как Колю плей через ТП смог. В этот момент Владос и Данек Коля, что надо забирать бот-руну. Произошла лютая хуйня, все. Самоликвидация просто, самоликвидация с катки. A potentially game-ending issue for them. Yeah, one could say that's probably not good. And look at this, the scan hits, they know. Pure, he chose for a moment. He just jumped. Then there it is, the Chrono already onto XM, trying to kill him off. Aeon disc out, but Ame is hitting hard. Do they have another? The Chrono just barely able to hit onto Ame. Does he have the damage that he needs? It's not quite looking like it. The Saber is there. Ame hits him one time. Pure, you gotta run. Where are you going? Ends up setting up, but Xingqiu is right there.